Ах, Берлин. Я приехал в Берлин всего лишь на один день, так как у меня отсюда отбывал автобус, и, пользуясь случаем, я решил посетить одно местечко. Говорят, что там чуть ли не лучший кебаб во всей Германии. Hoy he ido a probar el kebab más famoso de Berlín. И сегодня мы это проверим. Заселился я уже в гостиницу. На улице почти 8:30 вечера. Я почти ни хрена не ел. Мой любимый Deutsche Bank, как обычно, выкинул приколы, и я приехал на 2 часа позже, чем положено. И сейчас мне с вами предстоит проверить, действительно ли это самый вкусный кебаб в моей жизни, как это обещают очень многие другие блогеры. Не гоняйте, пацаны. Называется это место овощной кебаб Мустафы. Находится оно в районе Кройцберг, и добираться до него из центра города примерно минут 20 на метро. У этого места всегда большой ажиотаж, длинные очереди, так как оно расхайплено, распиарено, но, надеюсь, оно того стоит. Спускаемся сейчас, значит, в метро. У меня тут небольшая пересадка в метро. Вот на У8, затем пересесть на У7, и там еще показывает пару минут пути. Едем. Господи, как у мужика ужасно орал ребенок в вагоне. Это просто пиздец. Такое ощущение, что он орал просто на весь вагон, вот прям на весь состав. И главное, что он ему ничего сделать не может. Вот он просто у него орет, и все, он не может его даже заткнуть. Он просто говорит «тише». От этих слов «тише» он тише не кричит. Да, иногда цветом жизни нужно выписывать волшебного чапалаха. Но это уже так, сугубо мое мнение. Что я еще всегда замечал в берлинском метро, так это то, что оно выглядит довольно грубо, ну, оцените сами. Ничего лишнего, какой-то такой простой брутализм, что ли, просто плитка, просто... Все говорит о том, что мы в бывшем Восточном Берлине, который был частью советского блока. Так, выходим из метро. Вот станция, куда нужно доехать. Пишет тут буквально 2 минуты пешком. Так, это, похоже, все сюда. В целом очередь не такая большая, всего метров на 20. Я надеюсь, за полчаса справимся. Наивный дурачок. Вот этот ларек, который раньше стоял на улице, сейчас он его переместил в здание. Ну, чисто как символизм. Это, на самом деле, довольно хорошее решение. В меню всего 2 позиции, то есть обычный дюрюм убрали. Сейчас можно заказать только дёнер и овощной дёнер. Но цены довольно, кстати, демократичные. Вообще не сильно дорого для такого места. Не знаю, что это значит, но перевод этого слова точно знаю. Супер. Dankeschön. Ага. Прождал я больше часа, и у меня закономерный вопрос, будет ли оно того стоить. Но... Так, что мы имеем? Здесь вот такой он вот довольно большой, хорошая такая булочка, поджаренная. Овощи, все по классике, капуста, помидор, морковка. Мяса видно довольно много. И еще сверху здесь какой-то, не знаю, то ли это творог какой-то с зеленью. Я так и не понял, но это, видимо, какой-то сыр. Сейчас буду пробовать. Я уже сделал пару укусов. Что я могу сказать? Мясо, на самом деле, очень вкусное. Я такого никогда здесь не пробовал, да и вообще даже был в Турции. Там я такого мяса не пробовал. Очень пряные специи. И мясо, ну, просто, оно невероятно вкусное. Я даже не знаю, как описать, это очень вкусно. Овощи вроде бы обычные, да, но они все сочные, они все свежие, хрустящие. Вот этот сыр, или это не сыр, я даже не знаю, что это. Он придает какой-то такой особой изюминки. И еще она сделана на каком-то красном соусе. То есть помимо обычного белого кебабного соуса, здесь еще какой-то красный соус. И оно прям, но оно очень необычно. Здесь вот посмотрите, внутри это вяленая морковка. Это божественно. Вот это все сочетание от этих овощей, и вот эта изюминка с вяленой морковки, вот этого типа творога, плюс мясо с какими-то необычными специями. Это реально, это бомбезно. В общем, кебабище действительно бомба. Официально заявляю, это лучший кебаб, который я пробовал в своей жизни. А уж поверьте мне, я пробовал их достаточно много. Шикарнейший. Но стоит ли он того, чтобы ждать его целый час или больше, это уж решайте сами. Хочу еще добавить, вот сейчас под конец, внизу здесь очень много соуса, и он прям невероятно нежное мясо, оно прям растворяется вместе с соусом. Бля, пацаны, це потужно. Це дуже потужно. Ну а теперь бонус для тех, кто досмотрел до этого момента. И вот мы, собственно, на месте. Вы закономерно спросите, что это? Обычная же многоэтажка времен ГДР, которых в Берлине 1000. А это не совсем обычная многоэтажка в Берлине. Я привел вас, друзья,
Да, это посольство Северной, мать его, Кореи. В Берлине, если что. Вот, пожалуйста, посольство Северной Кореи. Вот. Флаг, пожалуйста. Да, камеры. Меня, конечно же, сняли. Я их тоже снял. Я надеюсь, меня за это не депортируют. Вообще не знаю, насколько безопасно здесь гулять, но, надеюсь, пиздюлей мне никто не даст. Охранника вроде нету. Выглядит она довольно интересно. Окна все зашторены, практически все. Не знаю, что они там прячут, какую-то гостайну, что ли. Все вон поросло всякими деревьями, кустарниками, все за высоким забором 2 метра. И вот так, собственно, выглядит посольство Северной Кореи. Если кому было интересно, то, пожалуйста. Вот так вот выглядит вход в него. Оно выглядит, как будто оно заброшено, вот реально. Здесь стоят ограждения. Вход, вообще какой-то, не знаю, на картах написано, что оно работает. С 9 утра должно работать. Вопрос, правда, сколько посетителей в нем? Хоть один в месяц найдется ли? Не знаю. Но вот сам факт, да, вот оно. Это существует. Вот. Но прогулки возле такого полурежимного объекта, скажем так, не прошли мимо. Бля, там, походу, охрана есть, или я хз, меня, короче, походу спалили. Я, короче, стоял, фоткал флаг, в один момент там загорается свет во внутреннем дворе, и я сразу по газам жму на автопятки, потому что хрен его знает, какие последствия это за собой влечет. Я надеюсь, за мной не выехали, и у них нет камеры с распознаванием лиц, но это будет весело. Хотя это в целом и так было весело. Не каждый день, знаете ли, ходишь к посольству Северной Кореи. Не повторяйте, это было выполнено непрофессионалами. Да, такие мувы, как посещение посольства Северной Кореи, лучше не предпринимать. А вот что точно стоит предпринять, так это посещение овощного кебаба Мустафы. Да, однозначно, этот кебаб был одним из лучших, если не самым лучшим, что я пробовал. Поэтому, если будете в Берлине или если вы живете в нем, смело приходите и пробуйте овощной кебаб Мустафы. Не пожалеете.